Так, хватит валяться на диване, давайте работать. Сегодня мы выполним анимацию логу, вот этого лого, который прислал нам клиент. Клиент нас нашел на рынке Fiverr, он с Америки. В личной переписке он нам ничего не писал, обратите внимание. Он сразу же сделал заказ, автоматически заплатил нам хорошую сумму и даже за фаст заплатил. То есть нужно сделать максимально быстро. Прислал все необходимые материалы, вот они здесь, мы уже их скачали, и описание, что нужно сделать. Нужно, чтобы листья как бы вырастали и становились на свое место. Нужно, чтобы текст появлялся как семя. И слово ландшафтные материалы, возможно, какой-то проблеск света проходил по ним. Вот такие вот требования клиента, пожелания требования. В принципе, круто. Нужно сделать максимально быстро, что мы сейчас и будем делать. Но прежде чем переходить в программу After Effects для анимации, я советую найти какие-нибудь примеры, вдохновиться чем-нибудь интересным, хорошим. Для этого подойдет нам сайт Behance. Behance очень полезная, крутая вещь, социальная вещь для всевозможных дизайнеров. Здесь мы можем в поисковике ввести логу анимацию и посмотреть различные кейсы, различные примеры и, возможно, вдохновиться чем-то. Ну, к примеру, вот здесь интересно появляется текст. Здесь, в принципе, тоже интересно появляется текст. Изучая разные вот эти вот уже готовые проекты, мы можем что-то подчеркнуть для себя и использовать это в своей новой сейчас работе. Давайте здесь немножко полазим, поищем то, что нам подойдет, то, что нам понравится. Итак, в конечном итоге я нашел вот такие 3 примера. Пример первый, который мне понравился. Вот здесь мне что-то нравится. И вот здесь мне нравится, как пролетает этот проблеск света. Мне вот они понравились. Давайте я их, во-первых, сохраню. Сохранить я их смогу, просто записав экранку. Я делаю это с помощью Bandicam. Нажимаю Play. Есть. Экранка первая готова. Сейчас нажмем Play здесь. И так далее. Вот я сохранил эти примеры в видеофайле. Да, с голосом, это в принципе не важно. И теперь я смогу закинуть в программу After Effects и по кадрам просматривать. Вот для чего я это сделал. Еще нам нужно подготовить лого в Adobe файле. Здесь у нас есть всего лишь один слой в корне программы. Нам нужно этих слоев больше, да, чтобы каждый элемент был отдельно. И импортируя в After Effects, чтобы каждым слоем мы могли работать отдельно. Это намного удобнее для анимации. Думаю, нам это поможет. Поэтому смотрим, что у нас тут есть. Выбираем корень, выпадающее меню, Release to Layer. Таким образом мы можем это все загнать вот сюда вот. То же самое зайдем здесь. Так, выбираем Release to Layer. Отлично, все вот это вот теперь мы можем загнать в корень самой программы. Все лишние файлики мы удаляем. Да, и получается, что у нас каждый объект теперь находится в отдельном слое и в корне. Отлично, сохраняем это. Ctrl-Shift-S, то есть сохраняем как копию на всякий пожарный. Версия 0.2. Все, и после этого мы уже можем открыть программу After Effects и импортировать сюда вот этот файлик, который мы подготовили, версия 2. Импортировать мы его можем как композицию, Layer Size. Таким образом мы получаем отдельную композицию, где находятся как раз вот эти все слои. Все отдельно, все отлично. Посмотрим в настройках композиции. Нажмем Ctrl-K. Размер 1080 на 709. Это явно не то, что нам нужно. Поэтому мы создадим... Так, вот это отправим в папочку Adobe Illustrator, чтобы она нас тут не отвлекала. Создадим новую композицию. 1920 на 1080. 30 кадров в секунду и 10 секунд. Да, подойдет. После чего все, что находится вот здесь, с помощью нуля объекта
Привязываем все слои к нуль объекту. Копируем. И отправляем новую композицию. Ctrl-V. После чего с помощью Line, к примеру, можно это позиционировать в центре. И вот так вот мы уже с этим будем работать. Нуль объект удаляем. Сильно большое количество слоев, поэтому я предлагаю выбрать весь нижний текст, все нижние буквы, вот они, и загнать их в прекомпозицию, нажав Ctrl-Shift-C. Отлично. То же самое сделаем с верхним текстом. Выбираем все буквы верхнего текста, Ctrl-Shift-C. Давайте назовем первый текст, первую композицию, это как текст 0.1. Вторую композицию назовем как текст 0.2. Угу. А все остальное загоним в прекомпозицию и назовем прямо здесь, во время создания композиции, к примеру, green. То есть что-то зеленое. Все оставшееся зеленое. Вот у нас получилось 3 отдельных слоя. Зайдем в слой. Лишнее поудаляем. Угу. Обратите внимание, что размер текста вот такой вот маленький, а размер композиции довольно-таки большой. Вот он, да? И очень много пустого пространства. Вот это все пустое пространство. Оно очень часто мешает. Я бы советовал его удалить. Это можно сделать вручную, либо можно автоматизировать с очень удобным скриптом. Использую очень удобный скрипт, который называется автокроп. Постоянно я его использую. Вот так вот он выглядит, автокроп. Нажимаю всего лишь одну кнопочку, и все. Теперь размер композиции у нас вот такой вот. Видите, да? Под размер текста. То же самое предлагаю сделать с вот этим текстом. Автокроп. Получилось. И со всей зеленью. Автокроп. Получилось. Все, теперь наша задача постепенно анимировать каждую композицию, все элементы внутри композиции. Давайте начнем с текста 0.1. Здесь я предлагаю, прежде чем начать работу, все-таки увеличить размер на всякий пожарный текста. Давайте нажмем Ctrl-K, перейдем в размер композиции и умножим в 2 раза его. После чего создадим нуль объект, Ctrl-Alt-Shift-Y, все Adobe Illustratorские файлы, привяжем к нуль объекту, увеличим в 2 раза, после чего включим шестереночку, чтобы качество не потерялось. Так, отлично. А здесь мы размер уменьшим на 50%. Это, во-первых, нам тут немножко удобнее будет работать, потому что текст большой, на весь экран мы его можем раскрывать и более красиво с ним, более точно работать. А во-вторых, если в будущем нам нужно будет анимировать все вот это вот дело, то у нас есть запас, то есть мы можем его расширять без потери качества до 100%. В принципе, это можно и, наверное, нужно будет сделать со всеми остальными элементами, поэтому давайте я это сделаю. Это, я думаю, не обязательно, но все-таки перед началом анимации, всегда перед началом анимации нужно максимально тщательно подготовить все композиции, чтобы все было в порядке, в красоте, чтобы в будущем мы как бы не мучились. Потому что нужно немножко так заглядывать в будущее и думать, с какими проблемами мы можем столкнуться. Поэтому здесь я все композиции уменьшил в 2 раза, то есть со 100% на 50%, а здесь я все увеличил наоборот. 2 раза, со 100% до 200. Здесь я это могу сделать, потому что у меня есть возможность включить шестереночки на векторных файлах. Это же все векторные файлы у нас, а соответственно при масштабе больше 100% качество у них не теряется. Все, я думаю, наконец-то мы можем перейти к анимации. Давайте начнем с вот этих букв. Тут, я думаю, нам поможет хороший сторонний плагин, который называется Autofill. Да, он тоже сторонний, ставится отдельно. Очень сильно рекомендую. Вот то, что я сейчас использую в этом проекте, это конкретно скрипт Autocrop, любовь. Это плагин Autofill, это вторая моя любовь. Если есть возможность, если вы уже более-менее разбираетесь в программе, то просто установите их. Они действительно очень часто пригождаются в проектах.
Кинули мы автофил, поставили точку. Вот такая у нас анимация. Скорость можем увеличить. Нет, быстрее нам не нужно. Давайте, наоборот, уменьшим. Чуть-чуть уменьшим скорость. Почему бы нет? Вот такая вот анимация. Меня она устраивает. Больше ничего здесь менять не хочу. Превью уберем. Вот таким вот легким способом, с помощью вот этого плагина, мы быстренько делаем интересную анимацию букв. Теперь мы можем скопировать, именно копируем с буквы L автофил и вставляем на букву А. А, Точечку эту ведем куда-нибудь в сторону. Давайте каждый раз, да, теперь сверху поставили. Вот у нас уже две буквы анимируются. Следующее это вставляем на букву N. Точечку ведем вот сюда вот. И вот таким вот образом сейчас анимируем последовательно каждую букву. В этом моменте, я думаю, я ускорю. Да. Вот тут интересный момент. Если я вдруг хочу, чтобы буква М появлялась сразу же не с одной точки, а с нескольких точек, то я ставлю здесь, ну вот, к примеру, две точки. И теперь у нас буква М будет появляться сразу же с двух точек. Такое вот тоже можно делать. Так, что-то я какие-то буквы, по-моему, пропустил. Интересно. Ну такой момент бывает. Обратите внимание, если вот стоит у меня качество пониже, чем full, то вот пропал объект, причем два объекта сразу. И вот здесь буква, и здесь буква. Такое происходит. Не пугайтесь, ну просто в данном случае поставьте full. Обычно это происходит с очень тонкими объектами. Если, к примеру, мы создаем shape, ну-ка давайте проверим мою теорию. Если мы создадим shape, какой-нибудь очень-очень тонкий, как раз один пиксель, его видим, видим, видим. Странно. Ну вот такой вот странная программа After Effects. Главное этого не пугаться. Ставим значение full, и все буковки на месте у нас. Это самое главное. Дальше, чтобы было все более интересно, я предлагаю это загнать еще раз в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Не знаю, назовем letters. Как правильно буква letters пишется? Letters. Возможно, неправильно, но это не критично. На самом деле я английский не прям уж сильно хорошо знаю. Э, Я не советую единственное кириллицей называть. Вы можете называть эти объекты, к примеру, буквы, эти композиции, к примеру, так вот, буквы, но это главное не кириллицей, то есть не русскими буквами, иначе могут быть конфликты. Сохранимся, кстати, почему мы до сих пор не сохранились. Создадим папочку, которую назовем AE, и сделаем копию 0.1. Это важно сделать, потому что после сохранения у вас пойдут автосохранения. То есть у вас начнутся автосохранения работать. И если вдруг что-то произойдет, то как минимум автосохранение у вас есть. Хорошо. Дальше, что я предлагаю сделать, это ступенечку. То есть сделать еще 3 композиции. И каждую композицию раз, два, раз, два, на 3 кадра сдвинуть. Потом кинем заливку, эффект, который называется fill. Кидаем его на самый нижний слой и красим его в черный цвет. Отлично. Кидаем fill на средний слой и красим его в такой же цвет коричневый, только чуть-чуть темнее. Ну, к примеру, вот такой. Получится у нас такое вот интересное появление. Давайте еще там ступенечку чуть побольше сделал я. Да, почему бы и нет. Все, анимация букв у нас есть. Кстати, знаете, почему у нас могут пропадать буквы еще? Давайте проверим. Зайдем внутрь. Выберем одну из этих букв и автофил подведем чуть-чуть, да, чуть-чуть ниже. Вот этот автофил тоже чуть-чуть ниже. Все, он появляется.
Такой вот небольшой глюк. Мы от него избавились. Следующее, что я предлагаю, это создать background, то есть задний фон. Делаем это с помощью солида. Так, цвет будет белый. Да. Возможно, еще градиент сделать. Градиент ramp. Находим градиент. Или просто вводим ramp. Да, градиент ramp. Кидаем его сюда. Нам нужен не линейный, а радиальный. Делаем swap color. Центральный будет белым. А по сторонам будут... Все равно буквы пропадают, видите, да? Ну ладно, это пропадает при плохом качестве. При хорошем качестве вот они есть буквы. Все, сделали небольшое затемнение, да, то есть виньетку небольшую. Здесь у нас будет по краям темные, такие серые участки, а в центре у нас будет полностью белый. Отлично. Следующее. Сохраняемся. Предлагаю кинуть сэмпл, то есть примеры, которые мы подготовили. Мне вот здесь понравилось, ну, во-первых, да, действительно, как появляется лепесток. Что-то подобное мы тоже будем делать. И мне нравится, как появляются буквы. Хочу повторить этот появление вот такой же букв. Вырастают они, обратите внимание, по скейлу, но и с bounce эффектом. В общем, давайте повторим это для текста 0.2. У нас будет bounce эффект, поэтому они будут становиться чуть-чуть выше того значения, которое есть здесь. Поэтому размер композиции. Вот здесь я предлагаю чуть подправить. Сделать там значение 200 по высоте, чтобы у нас была возможность куда расширяться. Следующий важный момент — это якорные точки. Они находятся сейчас в центре. Мы же можем их, и нужно нам их отправить вниз. Это можно сделать таким вот образом вручную. Либо автоматизировать с помощью тоже скрипта. Выбираем весь текст. И вот скрипт, который называется Motion Tool. И здесь я могу якорную точку так вот легко и быстро на всех выделенных объектах поставить туда, куда мне нужно. В данном случае мне нужно поставить вот сюда вот вниз. Следующее — это открываем параметр Scale. Допустим, на 10 кадре фиксируем его. Переходим на нулевой кадр. Отжимаем здесь везде цепь. И масштабируем значение Y до нуля. Вот такое у нас получается движение. Следующее — это нужно накинуть bounce эффект. Тоже, кстати, в Motion Tool есть этот bounce эффект. Давайте его накинем. Выбираем параметр Scale, кидаем bounce эффект, который здесь называется Elastic. Таким вот способом мы быстренько вот здесь вот пишем вот это вот выражение. Таким вот образом оно выглядит. И обратите внимание, что это выражение ссылается на параметры. Вот они, 1, 2, 3 параметра, которые находятся вот здесь на самом слое. То есть мы можем амплитуду и все остальное подправить легко и быстро вот здесь. Это тоже очень крутой и полезный инструмент, сторонний скрипт Motion Tools, поэтому если есть возможность, конечно же, устанавливайте, приобретайте и устанавливайте. Что мы получили? Мы получили букву Е, вот такую вот прыгающую. Смотрим, устраивает ли нас это. Амплитуду давайте попробуем увеличить. Вот можем увеличить, уменьшить. Можем, чтобы затухание было более быстрое, либо наоборот затухание не такое быстрое. В общем, вариаций здесь, в принципе, довольно-таки много. Давайте оставим вот такие вот параметры, в принципе. Чуть-чуть амплитуду увеличим. Нет, увеличивать мы не будем. 60. Да, вот такой вот. Нет, 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 нет. Давайте поиграемся еще немножко с параметрами. Вернем все-таки 40 и 60. Можем нажать Reset. Если я нажимаю Reset, то я сбиваю все до настроек по умолчанию. Вот почему-то мне настройки по умолчанию больше, наверное, и... Да, подходили. Единственное, вот здесь вот все-таки я поставлю 40, и отлично. После чего я скопирую
м, сам этот слайдер, ставлю их на все слои. Теперь скопирую само выражение, которое находится на параметре Scale, правой кнопкой мыши, Copy Expression Only, и вставляю на все остальные слои. Ctrl-V. Таким образом, у нас этот эффект появился на всех слоях. Да, супер. Следующее это ступенечку нужно сделать. Опять же, это можно делать вручную, либо используя этот скрипт. Вот нам нужна ступенечка снизу вверх, шаг 5 кадров. Нажимаем секвенция. Таким вот образом, оп, шаг 5 кадров все-таки, наверное, много. Давайте сделаем 3 кадра. Да, вот что-то подобное мы сделали. Текст появляется, видите, сразу же с первого кадра есть вот эти вот черные полоски. Предлагаю все-таки это все сдвинуть, ну, допустим, на 10 кадр. Мгм. Так, текст 02 ступенечкой. Переводим его куда-нибудь сюда. То есть сначала появляется ландшафт, а потом появляется зеленый текст. И потом, примерно где-то здесь, появится все остальное. А остальное это у нас вот этот зеленое лого. Давайте зайдем внутрь. Здесь давайте сделаем цвет фона белым. Да? То есть нажимаем Ctrl-K, заходим в настройки композиции, цвет фона белый. Дальше размер композиции, я думаю, чуть больше будет. Здесь, к примеру, 1200 поставим запас сверху. Так, что у нас тут есть? У нас есть раз, два, три. Это сам круг. Давайте покрасим его в другой цвет. И это лепестки. Тоже в какой-нибудь другой цвет. Первым делом давайте санимируем круг. Загоним его в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Создадим поверх него shape, эллипс. Пускай он будет, к примеру, красного цвета. Нам нужно его создавать с центру, поэтому, чтобы увидеть центр композиции, нажмем Tile, дать дополнительный. Кстати, горячая клавиша апостроф. Просто нажимая апостроф на клавиатуре, у нас появляются либо исчезают эти дополнительные направляющие. Сейчас нас интересует центр. Мы с центра начинаем вести круг, зажимаем Ctrl, чтобы он центрировался относительно круга, да, относительно центра, и Shift, чтобы эллипс у нас был полностью правильный, то есть эллипс был у нас в виде круга. Размер строк увеличиваем. Нам нужно, чтобы это все сейчас перекрыло то, что было. Прозрачность делаем 50%. Заходим в настройки самого эллипса. Size здесь еще увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Да, и строк тоже придется увеличить. Вот таким вот образом создали маску круглую, которая полностью перекрыла наш вот этот зеленый элемент. Следующее, что нам нужно будет, это Trim Pass. Заходим в Contents, в выпадающем меню модификаторы находим модификатор Trim Pass, который называется. Он работает конкретно с шейпами. Что он делает? Он, ну, вот так вот может анимировать stroke, что в принципе нам и нужно. Давайте значение end вводим на 0 и фиксируем это на самом нулевом кадре. Переходим на раз, два, три, 30 кадров, ну, давайте 40 кадров, возможно, на 40 кадров вперед и значение end ставим на 100%. Это все у нас будет называться маска. То есть мы это будем использовать как маску, которую мы кладем поверх нашей композиции основной, этой зеленой. Выбираем эту композицию и в выпадающем меню Track Mate выбираем Alpha Mate. Да, Alpha Mate. Таким вот образом у нас будет вот этот зеленый элемент появляться именно тогда, когда сверху него анимируется вот эта вот маска. В общем, это то, что нам нужно. Следующее это появление листочков. Давайте это сделаем.
Листочки примерно где-то вот здесь появляются. Давайте они будут у нас появляться тоже с помощью bounce эффекта, этого колебания. А, Начнем, к примеру, с этого верхнего листочка. Раз, два, три, четыре, пять. На 5 кадров вперед переходим. Фиксируем. Прежде чем зафиксируем, нам нужно якорную точку. Важный момент отправить в нужное место. Это вот сюда, вот, к примеру, куда-то вот сюда. У этого лепесточка якорная точка будет где-то вот здесь. Вот здесь. То есть якорная точка находится в том месте, откуда будет происходить рост этого листочка. Да? Возвращаемся к основному листочку. Нажимаем S на клавиатуре. И, наверное, еще Shift и R нажмем на клавиатуре. То есть таким образом у нас появляется параметр масштаба и параметр вращения. Фиксируем их. Возвращаемся на раз, два, три, четыре, пять, то есть на 5 кадров назад. Rotation здесь вводим, к примеру, назначение. Да, давайте 60. И Scale на 0. То есть вот такой вот у нас такая вот анимация происходит. И выбираем это все дело. Быстренько кладем эффект, который называется Bounce эффект. Смотрим, как это выглядит. B и N на клавиатуре, чтобы подрезать рабочую область проигрывания. Таким образом у нас будет проигрываться именно этот кусочек. Так, что мы можем здесь сделать? Амплитуда. Ага, я не тот bounce эффект, это drop bounce эффект, он немножко по-другому работает. Поэтому давайте Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Нас интересует не bounce эффект, а именно эластик. Давайте кидаем эластик. Вот что-то подобное, допустим. Единственное появление у нас должно быть чуть пораньше. Или наоборот попозже. Сейчас подумаем. Все-таки пораньше. Вот такой вот пускай будет, окей. Следующее, это мы копируем вот эти вот ключи, Ctrl-C, и вставляем их на остальные листочки, Ctrl-V. Обратите внимание, что у нас скопировались ключи вместе с выражением, но самого колебания нету. Почему? Потому что на этих слоях нету вот этого слайдера. Elastic Control, контроллера. Давайте назвать это контроллером. Поэтому мы его скопируем, выберем оставшиеся слои и нажмем Ctrl-V. Думаю, вот это вот выражение, если у вас нету скрипта Motion Tool, но вы хотите использовать Bounce эффект, тогда я вам могу прислать выражение, аналог этого выражения, только без вот этих вот слайдеров. Вы просто можете зажать Alt на клавиатуре на параметр, кликнуть на него и вставить то новое выражение. Найдете вы его в материалах под этим видео. Так, следующее. Это вот эти вот лепесточки. Я хочу, чтобы они по ротейшену вращались все-таки с другой стороны. Чтобы было не 60 у них. Правильно, это вот этот и вот этот. Да, вот эти два лепесточка, чтобы было не 60. Здесь значение, а минус 60. И здесь значение минус 60. Таким образом они будут... Сейчас что-то не то. Наоборот. Ctrl-Z, Ctrl-Z, прошу прощения. Не эти лепесточки, а вот эти вот. Я хочу, чтобы у них rotation. Да, вот здесь вот был минус 60 и минус 60. Вот. И появляться они будут чуть-чуть раньше. Сначала появляются вот эти два лепесточка. А потом появляются вот эти два лепесточка. То есть такие вот разные ступенечки сделаем. Такой вот эффектик мы получаем. В принципе, уже неплохо, но хочется добавить больше движения. Давайте сделаем это.
Загоним это все в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. И накинем такой эффект, который называется а, Bend. Да? Да, вот это вот он. Что он делает? Он немножко искажает. Давайте в данном случае вот сюда вот направим. Так, в принципе, хорошо, но вот этот хвостик, я не хочу, чтобы он шевелился. Поэтому давайте сделаем на всякий пожарный, давайте сделаем раз, два, три копии сейчас этого слоя. Раз, два, три. В первой копии мы маской вырежем хвостик. Во второй копии мы маской вырезаем вот эту нижнюю часть. А в третьей копии мы маской вырезаем верхнюю часть. Отлично. Теперь кидаем этот эффект. Располагаем его вот здесь вот. Вот. И вот что-то подобное движение мы можем санимировать. К примеру, amount фиксируем. Да, давайте фиксируем на 0. Отодвигаем этот ключ. Потом делаем значение, ну, к примеру, 15, чтобы оно вот так вот вытянулось. А через 5 кадров у нас 0. То есть у нас такой, оп, движение туда-назад. И теперь точно так же кинем этот elastic эффект. У нас было, оп, такое пошатывание небольшое. Либо, наоборот, побольше его сделать. Давайте поиграемся сейчас с этими значениями. Ну, к примеру, вот что-то вот подобное. Мне нравится. Эти ключи я поставил их посередине композиции. Но понятное дело, что они будут не в середине, а где-то вот в этом месте. Опа. То есть именно тогда, когда появляется вот эта вот верхняя часть. К примеру, вот таким вот образом. Также я хочу, чтобы, наверное, кроме верхнего стебелечка, каким-то образом дергался и вот этот нижний элемент. Хвостик не должен шевелиться, а вот этот нижний элемент тоже может шевелиться. Поэтому мы скопируем. Что мы скопируем? Мы скопируем, в принципе, все, что тут есть. Ctrl-C. Перенесем сюда. Ctrl-V. Ну, в принципе, и все. И больше даже ничего менять и не нужно. Таким вот образом у нас появится лепесток. Мне нравится. Возвращаемся сюда. Смотрим, как это все выглядит. Вот таким вот образом. Можно чуть подвинуть появление самого стебелька. Появление текста. Вот здесь я хочу сделать более шустрым. То есть у нас ступенька 3 кадра. Для меня это все-таки много. Давайте сделаем 2 кадра. Еще где-то в примере, вот в этом примере я видел вот такие вот дополнительные обводку. То есть появляется элемент, и возле элемента дополнительный вот такой вот shape проскальзывает. Я хочу что-то подобное сделать, поэтому давайте зайдем в Green. Наверное, вот сюда вот. С помощью шейпа, то есть обычного эллипса, создадим Ctrl-Shift, только тоненькую, вот 10 где-то процентов, 10 пикселей. Размер вот такой вот круг. Выровняем его четко по центру. Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home. Все, он по центру находится. Чуть-чуть, возможно, сместим его. Еще чуть-чуть больше сделаем. Да, таким вот образом. Дальше кладем сюда Trim Pass. Что этот Trim Pass будет у нас делать? Значение Start и значение End уводим на 0%. Переходим, к примеру, на 20 кадров вперед. Значение End и значение Start тоже уводим на 100%. Анимации никакой не получилось, но если мы эти ключики чуть-чуть сместим друг относительно друга, к примеру, на 5 кадров, то получается у нас вот такая вот линия дополнительная пролетает, что добавит нам динамики.
Почему бы и нет? Следующая форма. Мне не нравится форма. Я форму этой линии чуть-чуть подправил. Давайте зайдем в Ellipse. Дальше заходим в Stroke. Значение Taper. Параметр Taper, он появился только в новых версиях After Effects, ну, сравнительно новых. 20, 21, 22 версии. В более старых его нету. Ну, это, если он есть, грех им не воспользоваться. Давайте значение Start уведем. Давайте, чтобы вам более было понятно. Я увеличу Stroke. Значение первую точку ввожу на 100%. Кстати, и последний на 100%. И получается у нас такая вот более интересная форма нашей линии. Толщину давайте сделаем поменьше. Ну, к примеру, вот таким вот образом. Цвет с помощью пипетки мы покрасим в такой же, как и лепесток. Лишний слой подрежем. Потом его сдублируем. У дубликата сделаем размер чуть-чуть побольше. И небольшую ступенечку. Таким вот образом у нас, опа, это все дело появляется. Возможно, чуть-чуть раньше. Почему бы нет? Дальше есть еще такой вот момент, который хочется мне сделать. Зайдем внутрь и сам вот это основание я загоню в прекомпозицию вместе с маской. Помните, у нас здесь маска была. Загоним ее все вместе. И тоже сдублируем, и тоже сделаем ступенечку. Нижний слой покрасим с помощью Fill. Нижний слой покрасили с помощью Fill. И цвет мы сделаем зеленый, только чуть-чуть светлее или чуть-чуть темнее. Так, сейчас я вспомнил один момент. Давайте не гадать. Все-таки нам клиент прислал цвета, да, которые мы можем использовать. И почему, кстати, мы их и не используем? К примеру, мы здесь видим оттенки зеленого. Давайте мы эти же оттенки и будем использовать. Кидаем прямо этот файлик. After Effects его может, это PDF-файл, After Effects его может воспринять очень легко. И теперь с помощью пипеточки выберем именно тот слой, который нам нужен. Именно тот цвет, да, который нам нужен. Супер. А теперь я заметил, что у нас края вот такие вот резкие, как будто бы обрезанные. Хотелось бы это подправить. Давайте зайдем в маску. Помните, вот наша маска. Временно включу ей глазик, видимость. Зайду в параметр Ellipse, параметр Stroke. Здесь мы не в Taper заходим, а в крышечку Line Cap. Делаем ее круглой. Крышечку делаем круглой. Теперь она будет так вот обрезаться, будет более интересно это все выглядеть. Также, кстати, давайте зайдем в текст, самый первый. Помните, да, у нас здесь разные цвета. Давайте все-таки не будем гадать. Использовать именно те цвета, которые нам разрешает клиент. Можно открыть это все, Brand Color в отдельном окне, footage, перенести его куда-нибудь в стороночку. И, к примеру, первый цвет у нас пускай будет не черный, а вот такой вот серый. Да. Второй цвет вот такой вот. Ну и третий уже такой, как был изначально, да? Да. Почему бы и нет? Сохраняемся обязательно. Последнее, что нам осталось сделать, это пролет света. Мне понравилось вот в этом sample, в этом примере, как пролетает вот этот световой блик. Выглядит он вот таким вот образом. Ну, давайте что-то подобное сделаем. Заходим сюда, переходим в текст 0.1. Да, давайте здесь мы создадим Adjustment Layer, Ctrl-Alt-Y, быстрая команда. Кинем на Adjustment Layer Fill, заливку. Зальем это все в цвет
блика, цвет нашего солнца, который мы возьмем здесь. Пускай это будет вот этот, да, почему бы нет, вот этот цвет. Дальше, Adjustment Layer, мы просто вырежем часть с помощью маски обычной, прям с Adjustment Layer, почему бы и нет. Вырезаем раз и вырезаем два, такие вот две прорези делаем. Дальше выбираем нижние точки, раз, два, три, четыре, смещаем, к примеру, зажатым шифтом влево, раз, два, три, четыре, то есть делаем вот таким вот углом. Не совсем, по-моему, правильный получился. Так, хорошо. А можем ли мы сразу же выбрать точки вот этой маски и точки вот этой маски? Да, можем. Все. Не совсем ровно они сдвигаются, но я думаю, это не критично. Да, таким вот образом. И теперь, что мы можем? Мы можем просто анимировать даже не маски, а анимировать сам нуль объект. Да, вот таким вот образом. Прошу прощения, не нуль объект, а adjustment layer анимировать, чтобы он сделал вот такой вот пролет. К примеру, с вот этого положения через 20 кадров он пролетает вот сюда вот. Получается такой пролетает блеск. Блеск. При этом он, пускай пролетит не просто в какой-то момент, он должен пролететь тогда, когда анимация закончилась. То есть примерно вот в этом месте. Запоминаем, это вторая секунда, 25-й кадр. В общем, где-то здесь. В этом же месте мы с помощью нуль объекта, к которому привязываем все слои, и с помощью нуль объекта в этот же момент времени мы чуть-чуть размер уменьшаем. То есть у нас уменьшается размер, и тут же как бы пролетает проблеск света. Да, почему бы и нет. И делаем ключи более интересные с помощью F9 и правим графики скоростей. Оп. То же самое здесь. F9 и график скорости должен быть примерно похож. Все, пожалуй, на этом мы заканчиваем. Рендерим в MP4 формат и отдаем клиенту. Все, что осталось, это ждать ответа. Пока ждем ответа от клиента, хочу порекламировать вам свой гайд. Мне очень часто задают одни и те же вопросы. С чего начать? Какие виды площадок бывают? Как найти первого клиента? Как правильно общаться? Как правильно и грамотно общаться с клиентами? Как выводить деньги? И многие другие вопросы. Ответы на которых я собрал здесь, в PDF-документе, который довольно-таки красиво дизайнерски вот тут оформлен. Это лично моя практика, мои мысли, которые я изложил. И если вы новичок в сфере фриланса, вам это действительно будет полезно. Ссылочка на него внизу под этим видео. Раз, два, три. Клиент ответил практически сразу. Написал, да, я был невнимательный, думаю, вы это тоже заметили. Я часть буквы пропустил, не анимировал. Он попросил их вернуть. Также он попросил, и вот эти вот линии боковые я пропустил их. И ландшафт он попросил сделать сверху вниз. То есть вот эти три вещи, которые нужно подправить. Вернуть буквы, которые мы потеряли. Я потерял, прошу прощения. Вот эти вот полосочки. И ландшафт. В целом он сказал, что все хорошо. То есть в основном ему все нравится. Это мы сделали. Посмотрим финальный результат. Текст поднимается уже вот таким вот образом, по-другому. Все буквы на месте и вот эти вот полосочки, то есть все лого на месте, так как и должно быть. После чего клиент забирает эту работу и пропадает. Это ничего страшного. Через 3 дня заказ автоматически закрылся, да, уже прошло 3 дня, и денежки приходят нам. Часть этих денег лично я перевел нашим защитникам, нашей армии, нашим ВСУ. Если у вас есть такая возможность, вы тоже, как минимум, продолжайте работать, это сейчас очень важно. Прекращайте смотреть новости, они демотивируют. Лично меня, я думаю, и вас. И начинайте работать. И не заканчивайте работу, то есть поддерживайте нашу экономику, это очень важно. И если уже есть возможность, переводите хотя бы 5, 10, 20%, ну вот как я, 20% нашим защитникам. Всем мира, всем добра, ми переможемо. До зустрічі.